Всем хорошего дня, с вами самостройщик Леха. Вот и стеночки наконец уже подсохли, теперь осталось только залить перекрытие подвала и можно будет закапывать. Садитесь поудобнее, наливайте чаек и погнали. С момента залития стен прошла уже неделя, поэтому можно смело снимать все горизонтальные подпорки, упорки, доставать все доски, демонтировать их нужно аккуратно, они еще пригодятся. Как говорится, ломать не строить, поэтому дело шло быстро, буквально где-то за час, за полчаса. Все это полностью демонтировал, все саморезы выкрученные сберег, они еще пригодятся. Ну а пока я демонтирую опалубку, небольшая интеграция. Как и для любого мужчины, для меня важно иметь дома надежный набор инструментов, чтобы быстро решить любую бытовую задачу. Крутить, измерить, заменить, починить. Так выглядит мой набор инструментов, всего самого необходимого. Кстати, многие инструменты от фирмы Neo Tools. Например, вот такой молоток, очень удобно использовать на даче и дома, по пальцам точно не попадете. Геодезическая мерная лента, удобная ручка с антискользящим покрытием. А сама лента сделана из стали с нейлоновым покрытием. Все упаковано вот в такой прочный металлический ящик. Он многоуровневый с большим количеством отделов. Переносить очень легко за большую удобную ручку. Но изюминка моей коллекции — это набор на 219 предметов. Здесь есть сменные головки, трещотки, ключи для работы с самым разным типом крепежа. В общем, практически все. Ссылочку на данный сайт и все, что я приобрел вышесказанное, будет в описании. Доски старался демонтировать аккуратно, они еще пригодятся мне для распорок и упорок моей будущей плиты перекрытия. Самое сложное было демонтировать это центральное бревно, так как было много потеков цемента, оно нехило так прилипло, поэтому пришлось кувалдой хорошенько постучать, чтобы не поломать бревно, и это было не очень-то легко, и монтировка даже тоже не помогала, пришлось конкретно так попотеть. Но спустя много речей оно все-таки поддалось. Ну а теперь осталось наживить верхнюю часть и приблизительно положить мое бревно, которое также будет являться центром всего упора. Заранее отмечал 20 см от верхней финальной точки залития. То есть у меня 10 см занимает само бревно, мое мощное, брусок этот 10 на 150. Сверху будет 25 поддон, и на поддон еще сверху будет ложиться еще 25 какая-то фанера, листы ОСБ, в общем что-нибудь, что будет держать мою опалубку цемента. Итого такой бутер был из 20 сантиметров. Ну а дальше крепилось все по шаблону. Так как брусок уже закреплен, осталось доверху 10 сантиметров. Были подпорки из пятерки, то есть доска была 100 на 50, и сверху нее ложился поддон. Уже занимало 7,5 сантиметров. И до верха как раз оставалось 2,5 сантиметра. Это как раз толщина фанерки, ОСБ, ДСП. В общем, все получалось более-менее по мернику, более-менее как предполагалось. В качестве основной несущей конструкции использовал доски 50 на 150, а в качестве обрешетки, то что будет держать непосредственно фанеру, я использовал старые добрые поддоны. Поддоны вообще никак не закреплены, они просто лежат на досках, потому что когда застынет бетон, это нужно будет все демонтировать, и вот тут я вспомню, что зачем я все это крепил. Поэтому нижнюю часть я более-менее как-то прикручивал к вертикальной части неснятой опалубки, а то, что находится наверху, почти все полностью лежит на поддонах. То есть оно никак не крепится, оно просто лежит на досках. Единственное, на чем крепятся сами бруски, на которых лежат поддоны, они крепятся к вертикальной опалубке. Поэтому их шуруповертом я спокойно выкручу и проблем не будет. Главное потом при разборке не находиться внутри. Крайние поддоны немножко не вписывались, поэтому я их слегка подкорачивал. Полуфинальная обрешетка готова, теперь необходимо сделать подпорки, укосины, распорки под сами балки, которые держат мои поддоны. Я использовал 3 штуки. Центральную вы видели,
И еще также под центральными, еще по центру кинул еще одну. Там был брусок 50/10. Ну и тут одна была маленькая ошибочка. Мне подсказали подписчики, что центральное бревно лежит плашмя, а нужно поставить на ребро, потому что ребра больше прочности. Тут немножко я, да, лоханулся, но на будущее скажу, что все выдержалось, ничего не прогнулось, в общем, все обошлось. Подпорок не жалел, подпорки ставил каждые 30 сантиметров. Если подвал в длину 3,60, то подпорок было где-то 10-11. Наверху было все хорошо, наверху оставалось только раскинуть уже фанерку. Фанерку всю благостойку я пустил на стенки, ее не оставалось, и со стенок я еще не снимал. Поэтому верхнюю часть я использовал то, что было на участке. Это были мебельные щиты ДСП, также было ЛДСП. В общем, использовал все, что было на участке. Как видите, уроки тетриса не прошли даром, и на всякий случай, чтобы ветром не сдуло фанерку, я прикрепил каждую фанерку, на 2 саморезика. Ну, этого более чем хватит, снимать потом будет более-менее удобно, деликатно, аккуратно. Ну и не забыл сделать закладные. Сделал заранее 2 отверстия под будущую электрику. И все стыки, которые были большие, до нанесения пленки, я запенил. Потому что в будущем бетон продает эту пленку, и там будут потеки, а это не нужно, это нехорошо. Ну а потом аккуратно постелил пленку, и чтобы пленку никуда не сдуло никаким ветром, на всякий случай аккуратно постелил пленку самой большой плотности. И на всякий случай, чтобы ее никуда не сдуло, именно по краям, только по краям, чтобы не центр был герметичный, я его пристыковал строительным степлером. Ну и главное не забыть, это сделать окошко под вентиляцию, то есть то, куда встанет сама вытяжка. То есть вход есть, осталось сделать выход. Его можно сделать потом, но потом в перфораторе ковырять отверстие, ну как-то не очень. Лучше сразу эстетично, аккуратно сделать из трубы. Сделал отверстие чуть больше, чем трубы, поместил туда трубу, запенил и аккуратно прислонил клеенкой. Все, труба готова к залитию. Ну и в заранее проделанное отверстие я разместил гофру, в который в будущем пойдет уже кабель, который будет питать мои светильники. Следующий этап — это армировка. Армировка перекрытия у меня будет в 2 слоя, верхний и нижний, из арматуры десятки. Напиливаю всю арматуру, необходимую мне по размерам.
Длина залитого перекрытия будет 3,82, а ширина 2,79. Армирование делал из арматуры десятки, клетки были 25 на 25. В идеале, конечно, 20 на 20, но немножко не хватило денег на арматуру. Да и желательно бы сделать из 12. Она, конечно, еще крепче было бы. Ну и потом большую часть времени у меня заняла вязка этой самой арматуры. Нижний ряд готов, теперь можно приступать к верхнему. Перед началом всю арматуру, которая торчала из стен, которую мне часто просили, чтобы я ее убрал, спилил, я ее загнул внутрь. Таким образом, с помощью арматуры, которая торчала из стен, я состыкую стены и плиту перекрытия в единую конструкцию. Ну и по такому же принципу произвожу верхний слой армирования. Армирование практически готово, теперь осталось сделать подставки под арматуру, чтобы бетон полностью лег под арматуру. Делал подставки 3-сантиметровые, этого более чем достаточно. Чтобы гофра моя не всплыла, на всякий случай я ее стяжками прикрепил к арматуре, к нижнему слою армирования. Поэтому можно не переживать, ничего никуда не всплывет, гофра останется на месте, арматура будет полностью находиться в бетоне, и верхний и нижний слой. С плитой на этом практически все. Теперь нужно хорошенько сделать упоры и распоры. Помимо деревянных подпорок, я еще использовал и железные трубы. Труб между собой сварил на 2-3 капельки. Сделал я их немножко на полсантиметра больше длины, чем требовалось, и потом с помощью кувалд туда насильно забивал. Также использовал лапы, чтобы труба не продавила бетон. Такая конструкция позволит мне выдержать весь вес бетона. Как говорится, все приходит с опытом, это будет мое 3-е залитие, поэтому лучше перебздеть, чем недобздеть. Практика это показывает. И в этот раз, скажу заранее, это меня не подвело. Ну и последний этап – собрать опалубку на выходе. Она до сих пор еще не готова, поэтому оставлю напоследок. Думал, что все успею за один день, но как бы не так. Но когда делаешь все аккуратно, не спеша, к тому же еще не из мусора, а не из готовых строганных досок или щитов, получается все более-менее как-то, ну скажем так, не быстро. Ну и не забыл для этой стеночки также сделать хоть какое-нибудь жиденькое армирование. На каждой ступеньке просверлил буром 10 мм отверстие, завел эту арматуру десятку и к этой торчащей арматуре сделал еще продольные горизонтальные в 3 слоя. Да, этого мало, да, это жиденько, но это лучше, чем просто лить пустой бетон. Ну и не забываю сделать закладную для будущего питания моих светильников. Гофру также утапливаю, привязываю к арматуре, она потом зальется в бетоне, и все будет аккуратненько, чистенько и без всяких видимых эффектов, где проходит провод. Гофра немножко большая, да, но я делаю из обрезков того, что есть, чем идти покупать новую. Так как за один вечер я не смог сделать выход из подвала полностью с двусторонней опалубку, часть работы пришлось сделать утром. Это именно внутренняя часть опалубки. Сейчас, глядя на уже готовую проделанную работу, я боюсь представить, сколько бы необходимо было кубов леса готово купить, чтобы сделать какую-то подобную опалубку. По принципу первого и второго действия, уже готовую собранную опалубку из такого же строительного мусора,
Я также распираю, закрепляю, делаю упоры и раскосины. В общем, полностью подготавливаю стопроцентную работу к залитию бетона. Ну а теперь, когда опалубка полностью собрана, все заармирование, проверил все закладные, одел страховочный пояс для поясницы, и залитие понеслось. В отличие от первого раза, тут было много чего по-другому, много было изменений. Во-первых, бетон носился в ведрах. Почему? Потому что я посчитал по времени, носить бетон в ведрах намного быстрее, чем двигать его по лотку и потом все это соскребать. Проверял, получается чуть ли не в 2 раза быстрее. Поэтому, если у вас крепкая мощная поясница, можно и ведрами. Если нет, можно по старинке по лотку. По-другому никак. Возить телегой по трапу, ну попытался я как-то, чуть не провалился между подвалом и траншеей, поэтому бегание с телегой я идею забросил туда, далеко, на самое дно подвала. Делал все аккуратно, не спеша, делал 3 замеса, выливал их, потом вибратором аккуратно разглаживал. За первый день, то есть за раз, залить крышку целиком сразу не удалось, потому что полдня я потратил на сборку опалубки на вход, поэтому часть времени была потрачена. Ну и не факт, что если бы я не делал эту опалубку, сразу получилось все это залить, потому что времени ушло очень много. Второй важный момент отличался, это бетон, то из чего я его делал. Если у меня стенки сделаны с концентрацией 1,3,5, 1 цемент, 3 песка, 5 щебня, то с подвальным перекрытием я отнес немножко посерьезнее. Здесь концентрация уже 1,2,4. 1 цемент, 2 песка, 4 щебня, то есть тут марка более прочнее. К тому же в этот раз нашел все-таки свою дорогую фибру, и раствор был не только с пластификатором, но еще и с фиброй. То есть был еще и раствор получше. Ну еще и погода не подвела, не было ни холодно, ни заморозков, ну и солнышко тоже ярко не светило. Поэтому работал в таких среднеудовлетворительных условиях. На следующий день я продолжил свои работы по залитию своей плиты перекрытия. Работу необходимо было добить.
Но, как ни странно, мое удивление, благодаря обширному наличию пластификатора, раствор еще не схватился, то есть его если ткнуть пальцем, он еще проваливался, он был еще более-менее жидкий, к тому же ночью было +2, то есть раствор так быстро не схватился. Да, возможно в этом слое будет какой-то холодный шов, но это подвал, сверху будет утепление, поэтому главное, чтобы это было максимально монолитно залито. Леха, а почему ты не использовал миксер? Быстрее, за раз, тебе залили бы и все. Лоток у тебя вроде большой был, в чем проблема-то? Проблема в основном в 3 вещах. Первое это время, полчаса бегом-бегом, заливаешь, не успеваешь, уходишь. Мне это очень не нравится, я не знаю, как смотрится со стороны, но я люблю, когда все аккуратно, не спешу. Спешка до хорошего не доводит. Как владелец 4-летней стройки, я вам это вот уже на своем опыте прям таки не то что зарубил, уже вырубил в скале это правило. Спешить никогда нельзя. Во-вторых, пластификатора фибры там точно нету. Это, ну ладно, это не главное. Во-вторых, я не знаю стопудово, какую марку мне привезут. А для перекрытия для меня это было очень важно. Если привезли мне марку М100, и потом бы все это рухнуло, потрескалось, ну потом бы кому говорил спасибо, потом бы мне писали, что лучше бы сам замесил, мы тебя знаем. Ну и третье, это опять бы не довезли. Все, с меня хватит, я лучше потихоньку, с перекурами, но я сделаю сам. Это ответственная часть моего подвала, плита перекрытия, поэтому я ее сделал по максимуму с соблюдением всех пропорций, с добавлением всех возможных присадок. Да, это было тяжело и потно, но с моей точки зрения для меня это был самый правильный вариант. Наконец-то плита перекрытия была закончена, залита полностью. Я аккуратно разгладил шпателем. Ну и теперь остался более-менее такой важный, несерьезный вариант. Это уже залить сам выход из подвала. Его заливал также ведрами, ну потому что мне пройти не проехать. Концентрацию я прибавил, то есть 1,35 также вернулся. Ну, побольше щебня, потому что это в основном стоячая стена. Она не несет никакой нагрузки, она просто стоит. Но быстро все равно не получилось. Где-то еще 4 часа побегал, где-то сделал еще порядка 12 замесов. На крышку ушло 36 замесов, а вот на подъем поменьше. Да, конечно, опять убил весь день, но зато я это сделал, я уже поставил точку. Также даже сюда у меня была еще лишняя, я использовал и пластификатор, и фибру. Поэтому и выход получился прочный, и перекрытие. Ну а стенки внизу, ну какие получились. Когда я сниму опалубку, я покажу, что там получилось, насколько все хорошо, либо ужасно. Потом посмотрим и обсудим. Наконец-то самые сложные работы позади, все уже самое сложное закончилось, подвал готов, теперь пусть настаивается, а опалубку буду снимать подпорную в самый последний момент. Теперь я могу заняться гидроизоляцией, утеплять и закапывать. Но об этом все будет позже, по порядку и подробно. На этом все. Самостройщик Леха. Увидимся через неделю. Всем счастливо. Пока-пока.